Всем привет, это программа «Линия соприкосновения». Актуальная тема, которая поочередно выходит на каналах Press Club TV и CivilNet. Программа подготовлена при взаимодействии с ереванским и бакинским пресс-клубами. В диалоге, нашем экспертном диалоге, сегодня участвует юрист Фуад Агаев из Баку. Приветствую вас, Фуад. Добрый день. И журналист Акоп Карапетян из Еревана, из ереванского пресс-клуба. Приветствую вас, Акоп. Здравствуйте. Мы поговорим сегодня о крайне эмоциональной теме. Тема довольно широко распространена, широко освещается и довольно эмоционально воспринимается и как в армянском, так и в азербайджанском обществах. Это тема военнопленных. Это тема пленных, над которыми особенно речь идет о руководстве Карабаха, над которым сейчас идет суд в Баку. Но в юридические тонкости вопроса мы не будем влезать, потому что здесь восприятия совершенно разные. Мы скорее будем говорить о восприятии, о том, как этот процесс вообще воспринимается в Армении и в Азербайджане, как это истолковывается, есть ли шанс на освобождение этих людей, пленных, в рамках мирного процесса, и как все это влияет в рамках дискурса, в рамках мирного процесса, как все это влияет на возможность подписания мирного договора и в целом установления мирных отношений между Арменией и Азербайджаном. Итак, Фуад, первый вопрос к вам. Как судебные процессы воспринимаются в азербайджанском обществе? И еще раз оговорюсь и скажу, что Фуад, как юрист, не принимает участие в этих судебных процессах. Он в данном случае как сторонний наблюдатель наблюдает за ситуацией. Фуад, вам слово. Начну с того, что, я думаю, надо сделать изначально оговорку. Это в армянских медиа называют данных лиц, которые представлены в качестве обвиняемых в судах Азербайджана, как военнопленных или просто пленных. Азербайджанская общественность, а также профессионалы, в том числе я, с такой оценкой корни не согласны. Я хочу отметить, что все лица, которые обвиняются, они обвиняются за совершение конкретных действий, инкриминированных им, совершенных на территории Азербайджана, Азербайджанской республики. И более того, 15 обвиняемых, все практически были жителями Карабаха. Возможно, они обладают паспортами Армянской республики, но это никак сам не приводит к изменению их статуса. А теперь перейдем к, скажем, самим процессам. Процесс очень трудоемкий. Нужно отметить, что расследование по этому делу проводилось десятки лет, более 30 лет. И это, полагаю, что беспрецедентный случай, когда по делу, по уголовному делу, 550 тысяч людей признаны потерпевшими. И обвинительный акт составляет тысячи страниц. Еще что я бы хотел отметить, ни в одном процессе, других процессах, никто не может сказать, что обвиняемым были розданы планшеты. То есть обвиняемые имели возможность на своем языке или на языке, который им понятен, на русском или на армянском, читать обвинительный акт прямо в зале судебного заседания. Вот. Предъявлено очень много эпизодов обвинения. Там совершенно разные статьи действующего Уголовного кодекса. Статья 100 планирование, подготовка, ведение агрессивной войны, 102, 103 геноцид, 105 уничтожение населения. Десятки статей инкриминируются вот этим лицам. И это как бы
те лица, которые сейчас обвиняются, это не рядовые были, скажем, боевики, которые получали приказы и действовали, стреляли по отношению к азербайджанской стороне. Это были руководители того или иного уровня. В том числе среди обвиняемых, как вам известно, находится Арайк Арутюнян, который считался руководителем так называемой НКР, другие бывшие руководители. Так что в этом плане называть их военнопленными не стоит. Более того, вот, наверное, вы помните, в конце 2020 года, в декабре, уже после перемирия, из Ширакского района Армянской Республики десятки молодых военнослужащих, по-моему, срочной службы, были внедрены на территорию Азербайджана. И, естественно, они были задержаны, им тоже были предъявлены уголовное обвинение. Насколько я знаю, большую их часть освободили, то есть проявляя как бы акт гуманности. А те, кто были осуждены, по-моему, 5 или 6 человек, они тоже, насколько я знаю, были выданы Армении. Вот так коротко. Хорошо, понятно. Я, называя этих людей военнопленными, ну, абсолютно в Армении так воспринимается, так и называется. Я говорю о том, что мы будем сейчас... Мы поговорим не о сути обвинений, о том, мы поговорим о восприятии. Понятное дело, что в Азербайджане этот процесс в целом воспринимается в диаметрально противоположном плане и русле, чем в Армении. Это понятно. Поэтому мы хотели бы в рамках этого программы, в рамках этой программы поговорить вот именно о восприятии, о том, насколько вообще, как вообще общество, как относится к этому процессу, как истолковывает это, какие нарративы создаются вокруг этого процесса сейчас и так далее. Потому что сам судебный процесс, особенно для Армении, армянского обывателя, он не доступен. Мы лишь просто читаем те выдержки информационные, которые доносятся оттуда и в не таких больших порциях через азербайджанские СМИ. Акоп, вам слово. Как в Армении это все, в армянском обществе это все воспринимается, какие нарративы создаются, как все это истолковывается? Спасибо, Аршалусь. Приветствую моего собеседника, приветствую вас и спасибо за эту инициативу. Я думаю, что насколько бы это не было эмоционально трудно и со множеством противоречий восприятий, надо лучше говорить об этом хотя бы осторожно, чем умалчивать. И так как мой собеседник тоже оговорился о своей роли, так скажем, да, сегодня в этом интервью, я юрист с образованием международных отношений и занимаюсь в последние несколько лет вопросом конфликта мои наблюдения, мои исследования выявляли какую-то картину, о которой сегодня я бы хотел говорить, и не только отвечать на ваши, Аршалусь, вопросы, но и задаваться вопросами, если мой собеседник будет считать это уместным, то был бы благодарен слышать ответы. Да? Ну, я не буду настаивать, что люди, о которых мы говорим, которые задерживаются в Баку сейчас и над которыми идут судебные процессы, являются военнопленными или не являются. Хотя я думаю, что там есть, по крайней мере, несколько людей, которые в классическом смысле слова и в смысле международного гуманитарного права являются комбатантами. Мы об этом, если останется время,
еще поговорим. Как воспринимается процесс в Армении и как это может повлиять на мирный процесс, на процесс урегулирования, восстановления доверия между обществами. Я, как уже сказал, не юрист, но настолько понимаю, одним из принципов справедливого суда является установление личной ответственности, да, конкретного человека. И в армянском обществе в этом контексте есть опасения, что в судебных процессах, происходящих в Баку в эти дни против бывших представителей военно-политического руководства Нагорного Карабаха, часто идет речь о коллективной вине. Да? Вот, то есть обвинения звучат сразу в адрес всей группы, без четкого разделения. Ну, мы знаем, да, конечно, естественно, это определение в Азербайджане, что это последние 35 лет это были период оккупации, а Нагорный Карабах был оккупационным террористическим образованием, но и чисто с юридической стороны, чисто с процессуальной, да, правовой процессуальной стороны, мы понимаем, что независимо от того, совершало ли то или иное лицо то или иное преступление, его инкриминируемые ему преступления надо рассматривать в отдельности. И в обратном случае это вызывает недоверие, да, скажем, вот такие опасения возникли еще до событий сентября 23 года, когда был задержан гражданин по имени Вагиф Хачатрян, и уже тогда в армянских правозащитных кругах возникли сомнения о соблюдении процессуальных стандартов в азербайджанских судах, и часто приводилось сравнение с другим процессом, который годами ранее происходило над гражданами Азербайджана Дильхамом Аскеровым и Гулиевым, я не вспомню его имя, простите, которые обвинялись в убийстве несовершеннолетнего. И в открытом доступе есть фотографии из этого разбирательства и есть видеоматериалы, где можно увидеть, что, скажем, самое простое, да, адвокаты этих обвиняемых, этих лиц сидели рядом с ними, в том случае, что вот в процессах в Баку мы такого не видим, вот возникает ощущение, что эти процессы носят скорее политический характер. И вот лично для меня, да, то есть возникает вопрос, насколько это может отразиться в том урегулировании, к которому в официальном уровне и в уровнях общественности мы стремимся. Хорошо, понятно. Фуат, смотрите, сейчас как Армения, так и Азербайджан говорят о том, что обоюдно они хотят отказаться от международных исков друг против друга, межгосударственных исков, я имею в виду. Но с другой стороны, конечно же, отдельные иски на личностном уровне, на индивидуальном уровне, такие иски подаются и будут подаваться в разные международные инстанции, в ЕСПЧ и так далее. Как это вообще соотносится вот с отказом от исков между государствами? И вообще, с одной стороны, отказаться от исков на уровне государств, но с другой стороны, продолжать юридическую войну на индивидуальном уровне. Как это вообще соотносится и с мирным процессом, по вашему мнению? Ну, в данном случае я особо проблем не усматриваю. При заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией, или, по крайней мере, рамочного договора о мире, государства, то есть как субъекты международного права, оба государства, Азербайджан и Армения, праве
по взаимной договоренности отказаться от претензий по отношению друг к другу, в том числе в Международном суде справедливости, где действительно рассматривается жалоба и со стороны Азербайджана к Армении, и со стороны Армении к Азербайджану, а также квазисудебных каких-то структурах. То есть это суверенное право каждого государства. Естественно, вот, подписав такой договор, такое соглашение, государство не берет на себя обязательства и не налагает, скажем, такую обязанность своим гражданам, чтобы они отказывались от всех своих претензий, от всех своих жалоб в международные инстанции, квазисудебные органы, Европейский суд прав человека. То есть это при условии того, что государство откажется от взаимных юридических претензий в международных квазисудебных органах или международном суде, вполне с этим сочетается, скажем, предъявление гражданами обоих государств жалоб международной инстанции. То есть в этом я проблем не вижу. Смотрите, государство отказывается от взаимных исков в международных судах. Там Армения даже подписала Римский статут и так далее, но все-таки согласна с Азербайджаном отказаться вот этих претензий, международных правовых претензий, в рамках, в том числе, вот этой конвенции о расовой дискриминации. И там очень серьезные обвинения выдвигаются друг против друга. Судебные тяжбы могут идти годами, если не десятилетиями, да? Такую волю они проявляют. Но почему-то решение вопроса там людей, которые в свое время были руководителями Нагорного Карабаха, среди них есть, что не были руководителями Нагорного Карабаха, но этот вопрос не решается. Вот несколько дней тому назад министр иностранных дел Армении заявил о том, что вот в плане пленных, военнопленных, как хотите, вопрос решения этого вопроса с Баку пока что не получается. Почему это так? То есть, с одной стороны, они отказываются от серьезных претензий друг против друга, но с другой стороны, вот этот вопрос, который кажется по отношению к этим серьезным процессам в международных инстанциях не является таким серьезным по отношению, так скажем, в сравнении, да, но этот вопрос не решается. Почему? Вы меня спрашиваете? Да. Ваше восприятие. Я знаю, что вы не владеете там всей полнотой информации. Какие вопросы, какие решения принимает азербайджанское руководство? Я могу только предположить. То есть вполне вероятно, что в данном случае интересы, скажем, Армянской республики как государства и интересы конкретных обвиняемых в Азербайджане граждан Армении, они просто не совпадают. Просто не совпадают. И они, если взять вот этих людей, как граждан Армении или даже как граждан Азербайджана, или вообще как лиц без гражданства, как лица, обвиняемые в совершении преступлений на территории Азербайджанской республики, они сохраняют свои права на обращение в Европейский суд прав человека. Ну, я пока только этот орган называю. И нет такого механизма, я во всяком случае его не вижу, чтобы какое-либо государство могло принудить их юридически отказаться от этих своих прав. Естественно, они сами вправе решать, эти лица сами вправе решать. Они могут, конечно, сказать, что заявить, что я не отказываюсь, я отказываюсь от подачи жалоб в Европейский суд, или я отказываюсь от рассмотрения той жалобы, тех жалоб, которые уже поданы. Это
по-любому это их право. Это их право человека. И это право в том числе предписано Конвенцией о защите свобод, о защите прав человека и основных свобод, в том числе статьей 6, которая предусматривает справедливые судебные разбирательства, в том числе по уголовному обвинению. Ясно, понятно. Я скорее имел в виду вопрос их освобождения, то есть в целом и решение этого вопроса. Ну, к этому мы вернемся еще в рамках в контексте вопроса заключения мирного договора. Агоп, вам слово. Спасибо, Аршалусь. Ну, вы упомянули Римский статут о том, что Армения ратифицировала соглашение, но Азербайджан-то не ратифицировал, и много кто не ратифицировал, и не распространяется. Соответственно, юрисдикция этой инстанции на это государство. И спасибо моему собеседнику, уважаемому Фуаду, что он упомянул, что независимо от того, где, нет, кто является подсудимым, гражданин ли Армении или Азербайджана, или лицо без гражданства, они имеют полное право после судебных инстанций Азербайджана обращаться с жалобой в Европейский суд по правам человека. И другой, да, аспект нашей сегодняшней беседы о том, что в Армении много экспертное сообщество, журналисты говорят о том, какой может иметь смысл пункт о отказе от судебных исков на межгосударственном уровне, если будут после подписания десятки, если не сотни и не тысячи жалоб в ЕСПЧ, да? Тем более для меня вызывает вопрос. То, что мы можем узнать от судебного разбирательства, происходящего в Баку, там то, что находится на поверхности, да, там нарушаются несколько прав. Суд проходит в зале, где обвиняемые отделены от всех остальных стеклянной стеной, да, скажем. Адвокаты сидят не рядом со своими подзащитными, а по другую сторону стеклянной стены, примерно в 2 метрах. А мы знаем, что та конвенция, которую вы упомянули, предоставляет право на конфиденциальное общение между подсудимым и его адвокатом. Да? То, что я говорю, все это взято из азербайджанских источников, то есть фотографии в открытых ресурсах, да? Мы все можем убедиться в этом. И все эти факты вызывают вопрос справедливый, на мой взгляд. Какой имеет смысл закреплять в проекте мирного договора пункт о том, что мы отказываемся от судебных разбирательств, и одновременно произвести судебное разбирательство таким образом, что вероятность этих жалоб повышается. Мы, конечно, понимаем, что Азербайджан, так скажем, безразличен или с пренебрежением относится к международным судебным инстанциям, но тем не менее, да, хотим мы этого или нет, какой ни была бы политическая воля у Еревана и у Баку, люди будут дать заявки в судьи, если это сочтут нужными, а скорее всего, да, будут такие иски. То есть вопрос заключается, я правильно понимаю, в том, что... это можно считать риторическим вопросом. Риторически, понятно. С одной стороны, отказываемся от международных исков, с другой стороны, делаем шаги, которые
на личностном уровне могут добавить новых проблем, новых исков в международных судах. Фуад, если хотите ответить на этот вопрос, пожалуйста. Я поясню. Давайте воздержимся от подмены понятий. Есть спор между государствами и есть, скажем, предполагаемые права граждан, предполагаемые права человека. Эти вещи никоим образом нельзя путать. То есть государство не может взять на себя ответственность и отказаться от дальнейших жалоб своих граждан в международной инстанции. Это исключается. Что касается введения самого хода судебных процессов относительно того, что все эти 15 обвиняемых должны находиться рядом со своими защитниками. И вы знаете, вот я не слышал, вот, может быть, они звучали, но я каких-либо ходатайств со стороны защиты о том, чтобы им было обеспечено, скажем, нахождение рядом со своими адвокатами, про такие ходатайства я не слышал. И более того, я могу сказать, что при рассмотрении абсолютного большинства других уголовных дел, там, где обвиняемый находится под стражей, граждане Азербайджана также находятся вот в этих условиях. То есть, как правило, им не предоставляется возможность нахождения рядом со своими защитниками. Да, и зачастую это и нецелесообразно. Более того, тут могут возникнуть вопросы и о безопасности самих обвиняемых, понимаете? И это не на ровном месте, и это тоже будет основываться на прецедентном праве Европейского суда прав человека. Вы заметьте, 550 тысяч потерпевших признано по делу, по уголовному делу. Зал большой, зал, пожалуй, самый большой судебный зал Азербайджана. Но, естественно, все потерпевшие, даже 1% потерпевших одновременно не могут там находиться. Они меняются. Они меняются. Среди них есть люди, которые потеряли своих самых близких, детей, родителей, других близких родственников. И, естественно, вот эти обстоятельства не могут не учитываться. То есть я не защищаю кого-либо из судебной системы Азербайджана. То есть я просто исхожу из общих принципов разбирательства подобных дел. Понятно. И все-таки согласитесь, что такое дело, которое расследовалось более 30 лет, и с таким огромным количеством, беспрецедентно высоким количеством потерпевших и огромным количеством томов уголовного дела, тысячами страниц обвинительного акта, то есть тут есть свои нюансы. Я уже не говорю о том, что не все обвиняемые владеют азербайджанским языком, хотя там среди них есть, которые и знают азербайджанский язык. И даже нахождение рядом со своим адвокатом им не дает каких-то серьезных, скажем, там, преимуществ. Потому что без переводчика они будут бессильны. Понятно. Вот, если можно, Аршалусь. Да. Короткая ремарка. Вот последний абзац, который вы упомянули, о том, что если бы они даже сидели рядом с другом, с адвокатом, то это еще не факт, что они понимали бы друг друга. И тут тоже возникает другой вопрос. Да? А выбрали ли эти люди своих защитников? По-моему, они имеют это право.
Также, но, конечно, естественно, я различаю индивидуальные процессы и межгосударственные, вот, поэтому, так как мы говорим о восприятии процесса в двух обществах, ну, с моей стороны, конечно, в армянском обществе, и о возможном влиянии этих судебных разбирательств без этого, да, сложный процесс мирного урегулирования. Вот поэтому я и затронул этот вопрос в этом контексте. Спасибо. Хорошо, понятно. И последний вопрос про мирное соглашение. Ну, на разных уровнях и в разных треках идут армяно-азербайджанские переговоры, мирные переговоры, в целом мирный процесс, и одним из них является заключение мирного соглашения, потому что, судя по всему, это соглашение не все вопросы решает. То есть там разблокировка транспортной коммуникации – это отдельный трек, делимитация, демаркация – это отдельный трек, ну, гуманитарные вопросы, вопросы пленных и так далее, я так понимаю, это тоже отдельный трек, но все-таки они сильно взаимосвязаны, и все это в комплексе называется армяно-азербайджанское мирное урегулирование. И в связи с этим мирное соглашение повлияет, может ли повлиять мирное соглашение на судьбу подсудимых, особенно не принимавших политических решений? Фуад, вам слово. Это, я бы сказал, в основном не правовой, а политический вопрос, потому что, то есть юридически это на решение суда, на постановляемый приговор не должно повлиять. Но с другой стороны, понятное дело, что заключение подобного соглашения волей-неволей повлияет и на проявляемую политическую волю руководителей государств. И я не знаком с материалом дела, я не знаком даже предъявленным обвинением, но тем не менее, если выяснится, что среди обвиняемых имеются лица, которые не совершали тягчайших преступлений против человечества, тяжких международных преступлений, то я вполне допускаю их дальнейшую выдачу, допустим, Армении. То есть это политический вопрос, это не правовой вопрос. Ну, я полагаю, что это никоим образом ко всем обвиняемым не будет относиться, потому что среди них есть такие лица, и есть, которые еще в 90-е годы, нулевые годы очень часто выступали, там, как бы гордились своим, в кавычках, боевым прошлым, вот, то есть в той или иной мере признавали свои криминальные действия, преступления. Понятно. А к вам слово? Ну, естественно, мы все понимаем, что сам по себе мирный договор – это очень важный шаг, но далеко не гарантирует, что общество сразу изменит отношение друг к другу. И тут встает вопрос, могут ли приговоры, которые будут вынесены по этим делам, способствовать диалогу или наоборот еще больше ожесточить стороны, еще больше вот этот нагнетать эмоциональную нагрузку, да. В армянском обществе, как мы уже неоднократно говорили, чувствительность к этим процессам высока, и судебные процессы воспринимаются не как суд над отдельными людьми, а как вот такая трансформация и продолжение конфликтов другой ипостаси, да. Вот, и в этом контексте некоторые шаги, скажем, гуманитарного характера, возможно, могли бы смягчить это восприятие, скажем, то же самое, скажем,
вот сейчас, насколько я знаю, подсудимые люди, находящиеся в Баку, не имеют возможность, то есть встречаться с родными, близкими, да? И я не знаю, есть ли вообще какой-то контакт, скажем, регулярный. И самое главное, еще повторюсь, да, то, что суды были действительно индивидуальными, а не коллективными, чтобы создавалось то восприятие, то ощущение, что каждый человек несет ответственность только за то, что он сам сделал, а не за всю, скажем, историю конфликта. Да? Я бы хотел избегать этого слова, да, но вот это витает это слово в армянском медиапространстве, судилище, суд победителей и тому подобное, да. То есть если избегать от этого восприятия, я уверен, что это бы поспособствовало мирному процессу. Я Хорошо. бы одно хотел уточнить. Да. Насколько я знаю, обвиняемые, подсудимые по этому делу, они имеют возможность регулярного общения, использовать телефон или там другие, скажем, приложения с членами своих семей. Во всяком случае, те из них, которые этого желают. В нашей прессе очень часто, не только в нашей прессе, и телеграм-каналах самого, в том числе Рубена Варданяна, часто указывают, что он общался с семьей, сказал то, сказал это и так далее. То есть в этом отношении проблем нет. И что касается, скажем, индивидуального суда над каждым из них, вы знаете, это просто нереально. Во-первых, потому что все они занимали ту или иную руководящую должность. Во-вторых, то, что это дело простите, что перебиваю, но Рубену Варданяну инкриминируется действие, которое он не мог совершать по той причине, что в это время не был в Нагорном Карабахе. Значит, если ему такой эпизод тоже инкриминирует, значит, его должна оправдать по этому эпизоду. А что касается остальных, я могу сказать, что каждому из них инкриминируются те действия, во всяком случае так должно быть, совершение которых они считаются виновными, во всяком случае, с прокуратурой республики. И то есть это никоим образом не означает, что все они по шаблону должны быть признаны виновными по одним и тем же статьям. То есть исходя из того, что все это длилось очень долго, если вот, скажем, во-первых, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджана, да и других стран не позволяет, чтобы вот по такого рода делам каждого индивидуально, скажем, да, по отдельному делу судили. Это просто нереально. Да как вы себе представляете, 550 тысяч сам потерпевший по одному делу, потом по второму, это никакой жизни на это не хватит. Вот. Поэтому вот в этом плане я таких серьезных проблем не вижу. Я надеюсь, что мирный договор, по крайней мере, рамочное соглашение о мирном договоре будет как можно быстрее подписан, ратифицирован и войдет в силу. Будем на это рассчитывать. Да, будем рассчитывать, что это поможет также в вопросе вот освобождения определенных людей из бакинских тюрем. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо за участие в программе. Это была программа «Линия соприкосновения. Актуальная тема» с участием Фуада Агаева и Акупа Карапетяна. Программа подготовлена при взаимодействии с ереванскими бакинскими пресс-клубами. Оставайтесь с нами. До новых встреч.